Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Капитан Крым. И сегодня у нас с вами первый выпуск в новом формате. Я показываю итоговый выпуск за неделю, где я побывал и что увидел. Поехали! Я нахожусь на Симферопольском шоссе. Это известные пляжи на выезде. Видите, вот бывший пункт ГАИ, пост ГАИ. И предлагаю вам насладиться уже с такой не очень хорошей погодой, уже с полноценной осенней погодой. Видите, как море заливает? Насладиться бушующим морем. Вы чувствуете этот запах? Так. А вот там вот вдали Евпатория. Евпатория полностью залита солнцем. Конечно, Крым осенью – это что-то невероятное. Погода абсолютно меняется, и сегодня в течение ролика вы неоднократно сможете это наблюдать. А вот вышло солнце, посмотрите, и все сразу же меняется. Сразу же Крым становится солнечным, теплым, прям как летом. Многие песчаные пляжи тракторами песок сгребают от моря подальше, чтобы его штормами не затягивало, потому что, как я вам рассказывал в стримах, уже погода не совсем осенняя, не совсем бархатная, погода уже по-настоящему приближается к крымской зиме. Хотя, конечно, до зимы еще далеко, еще температура более-менее нормальная. Вот у нас на этой неделе было холодно, по ночам даже было 6-7 градусов, ну а на следующей неделе уже обещают тепло. Давайте с вами залезем на эту спасательную будку, посмотрим повыше. Так, аккуратнее, аккуратнее. Летом, конечно, сюда вряд ли можно залезть. Смотрите, какая картина открывается перед нами. Вот, почувствую, называется себя спасателем. Друзья, передаю вам привет с Черноморского побережья, из Евпатории. Я надеюсь, у вас погода хорошая. Может быть, даже у кого-то уже снежок выпал. Пишите об этом в комментарии, делитесь своими впечатлениями. А мы с вами по улицам осенней Евпатории просто в чудесную погоду отправляемся в ближайший пригород. И вы сейчас узнаете, почему и зачем. Думаю, вам будет интересно. А пока насладитесь красивыми кадрами нашего замечательного детского курорта. Уже, конечно, не всесоюзного, но всероссийского. Мы двигаемся по проспекту Ленина. Приближаемся к озеру Майнаки. Вот здесь будет Майнакский парк, или как он сейчас по-новому называется. Едем вдоль грязлечебницы Майнаки и поворачиваем в сторону Уютного и Молочного. Здесь делают дорогу, как я вам и говорил в стримах. Но хочу обратить ваше внимание, что вокруг полностью все меняется. Сняли старый слой асфальта, появляются тротуары, появляются остановки. И самое главное, все меняется просто на глазах. На момент выхода этого видео уже картина будет совсем другая. И вот, друзья, то, о чем я говорил вам в стримах. В последнем стриме, который у нас был в пятницу. Смотрите, делают тротуары, делают остановки, и все вокруг меняется. Сейчас мы пропустим машину, все. Давайте перейдем на другую сторону. Вот, здесь будет тротуар. Это мы находимся за Уютным. Там уютно, там Молочно. И вот вдоль
вот эта дорога вдоль кладбища, получается, сделают тротуар, теперь люди цивилизованно могут ходить по нормальной дороге, ну смогут, когда это делают, и вдоль всей дороги делают остановки автобусные и на левой, и на правой стороне. Давайте еще немного пройдем, чуть-чуть буквально, вот здесь лежат кусочки бордюра. Вообще, мне кажется, это очень здорово. Сильные изменения, и знаете, они меня очень радуют. Крым меняется. Мы сегодня с вами пройдемся по осеннему Мисхору. Стартуем мы от скалы Монах. Она находится буквально вот возле берега. Смотрите, такая небольшая. Есть в Семиизе скала Монах тоже, но побольше. Это вот скала Монах такого размера. Мисхорский Монах. И пройдем по всей набережной, посмотрим, что здесь и как. Здесь вдоль берега огромные валуны скиданы. И валуны, и скалы, и искусственные, и естественные. Набережная выглядит вот приблизительно вот так. Я так понимаю, что это пляж санатория Мисхор. Смотрите, здесь вот такие топчанчики дореволюционные. Ну, давайте прогуляемся под навесом. Благо, сейчас людей нет, смущать некого. Поэтому можно спокойно пройтись и на все посмотреть. А нет, смотрите, котик лежит. Котик отдыхает. В октябре. Хорошая погода. Он даже не убежал. Давайте подойдем. Вот такие волнорезы треугольные. В общем, камешков можно насобирать из Крыма. И вот кто там спрашивал, как погода, купаются ли люди. Вот видите, мужчина в плавках заходит в воду. Пляж закрыт. Ну, понятно, это формально, потому что пляж не обслуживается спасателями. Но народ вот загорает, купается. А почему бы и нет? Для поднятия настроения, так сказать. Правда, ветерок сегодня очень сильный. Вон девушка в купальнике отправляется в воду. Она вряд ли утонет сегодня, потому что слишком хорошо. Ну, ветерок только. А так, ну вы намек поняли, о чем я. Давайте пройдем дальше. Посмотрим, вот переодевалка. Там кто-то есть, кстати. И что мне в Мисхоре вот нравится, да, это работают фонтанчики, еще советские. Видите? Рабочий фонтанчик. Последний раз я в своей жизни фонтанчик рабочий видел в Ереване. В 2020 году. До начала этой эпидемии. Я там был, вот там прям на улице стоят, даже зимой работают фонтанчики. Здесь такие вот симпатичные качели. Ну, это уже не качели, они уже просто стоят. Ну, я так понимаю, судя по петлям, это должны быть качели, но они не качаются. А нет, качаются, смотрите. О, вот так вот. Идемте дальше. Наверху парк Мисхорский. Мы в него заглянем с вами одним глазком. А пока пройдем с вами по всей набережной, посмотрим. Людей практически никого. Только вот купальщики редкие на пляже есть, и все. И больше никого. Этим и прекрасен Крым осенью. Тем, что людей мало, море теплое, фруктов много. Ну, это уже межсезонье, друзья, межсезонье. В межсезонье это особенный кайф. Многие знают, что это такое. У многих здесь дома, дачи. Правда, сейчас сложно добраться без самолетов, но все равно в межсезонье в Крыму очень здорово. Видите, какой продвинутый Мисхор? Для пластиковой тары отдельные есть сетки. Тоже фонтанчики перекрытые. Это еще остатки советского прошлого. Здесь вокруг вот такие шалманы. Часть из них закрыта. Какие-то непонятные выгоревшие вывески. Но, собственно говоря, в Крыму много таких мест. О, котик сидит. Вот, смотрите. Красивый. Здесь девушка с кувшином. Амандус Адамсон. 1903 год. Скульптурная группа. Эстонский скульптор.
И вот как раз прямо напротив этого большого дома стоит в воде русалка. Бронзовая русалка. Это известнейшее место на весь Крым. Так что вот кто не знал, знайте, это в Мисхоре, на центральном пляже. Вот она русалочка. Давайте подойдем поближе, если получится. Контраст в том, что кто-то сидит в одежде, в куртках, а кто-то на пляже загорает. То есть у всех свой вкус. В межсезонье в Крыму половина людей в польтах, половина людей в одежде, в теплой уже, утепляются, половина в шортах и в плавках. Видите, русалка какая? Красавица. Сейчас зайдем вот на этот молл и посмотрим. Спасательный пост. Тут спасать нужно вот это. Пирсы, разрушающиеся береговую линию. И вообще, в принципе, культуру отдыха в Крыму, мне кажется, надо спасать. Потому что такое количество шалманов, перемешанных с достопримечательностями, с красотой природы, это, конечно, ужас. Это большой минус для Крыма. Вот русалка. У нас сегодня погода очень ветреная. Русалка в отраженных солнечных лучах. Летом до нее можно спокойно доплыть и сфотографироваться, если у вас есть водонепроницаемый фотоаппарат. Да, Мисхор, в принципе, место известное тем, что здесь самое главное, кроме русалки, здесь вот там вот Айпетри на самом верху. И канатная дорога находится именно в Мисхоре. Я один раз приехал в Петербург к своему другу и привез коньяк в подарок. Мисхор, такой в подарочной упаковке. И он все, Крым знает, очень любит. Я говорю, а ты знаешь, где Мисхор? Он раз, два, три и замялся. Потому что многие просто не знают, где находится Мисхор. А это как раз вот место чуть выше над Мисхором, канатная дорога на Айпетри. Так, чтобы не перепутали, просто запомните и все. Очень просто. Идемте дальше, ветер сегодня задувает. Чебуреки, пицца, суши, роллы. Такое ощущение, что на Черкизовском рынке находишься. Вот и его уже нет, а здесь вот все осталось так же, в таком же стиле. Вообще очень странно, конечно, мангал-кафе. Должна быть, по идее, какая красивая набережная, цивилизованная. Да, вот на мой взгляд, тем более место такое, прям это же золотая линия южного берега Крыма. А здесь понатыкали шалманов, понаставили заборов, и не пройти, не вздохнуть, не пернуть, как говорится, извиняюсь за выражение, но именно такое ощущение у меня от этой набережной. Мисхор место замечательное, но, к сожалению, очень сильно испорченное. Уж извините, если кому-то мои слова не нравятся. Вот тут запускают летающего змея. Девушка вон купается, обнаженная в море. И мы с вами вроде как можем пройти еще аж на тот мыс, но здесь очередной забор, здесь очередные ворота, культурный уровень. Привет Мисхорской администрации. Да, ужас просто, ужас. Вот так выглядят, к сожалению, сегодня еще многие места в Крыму. Не очень мне приятно это говорить, тут даже колючая проволока. Наверное, это какая-нибудь лодочная станция. Но прохода дальше нет. Уж извиняйте. Там дальше частная территория. Так что вот такие вот дела. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментарии к этому видео. Мне будет очень интересно. Да и не только мне. Вот как раз то, о чем я вам говорю. Южный берег Крыма. Дикий колхоз. Вот, видите? Ну, как-то это не очень смотрится. А мы с вами идем в Мисхорский парк. А вот тут уже начинается красота. Конечно же, с крымским колоритом, но это Мисхорский парк. Давайте пройдемся, посмотрим. Здесь вот продают виноград и груши. Чего только нет. Каких только диковинок. Просьба по газонам не ходить. Вон пальмы растут. Спасибо. Смотрите, как красиво. Это вот советское наследие. Те, кто сейчас поливает грязью Советский Союз, ну,
что сказать. Сегодня не так много мест красивых, новых сделано. А старые еще живы. Мисхорский парк и многоэтажки. Смотрите, как лучи солнца. Видите, проникают через кипарисы. Класс. Осенью совсем по-другому. Летом солнце в зените, а осенью оно вот так вот прячется за ветки деревьев. Чисто так вот вам скажу, на первый взгляд, я бы даже сказал, что здесь не хуже, чем в Форосском парке по благоустройству. Вот он какой-то более аккуратный. Дорожки, Форосский парк в некоторых местах более раздолбанный. Мы с вами были недавно в Форосском парке. Вот видео, кстати, оттуда. Кто не видел, посмотрите. Ага. Вот. Как это все выглядит. Прекрасный вид. Очень замечательный. Друзья, кто знает, что это в воде? Буи черного цвета. Я предполагаю, что это какие-нибудь устрицы выращивают. Если знаете точно, 100%, то напишите в комментариях или свои версии, тоже очень будет интересно. Здесь, кстати, вот такой заманчивый пляжик с мелкой галечкой, почти песочек. И голубая-голубая вода. Вот в отражении не видно, но я себе это место помечу, обязательно сюда приеду летом. Идемте дальше. Здесь множественные деревья оливы. Вот они, видите, листики такие продолговатые. Несколько фонтанов, они уже без воды, потому что все. Сезон фонтанов закончился. Вот там один фонтан с дельфинчиками. И еще один фонтан. Вот поближе давайте подойдем, посмотрим. Такой синий цвет. Не могу разобрать, что там изображено. Здесь вот я, насколько вижу, такой амфитеатр небольшой. Здесь, наверное, музыкальный световой фонтан. Может быть, а может быть и нет. Так, оборудования нет, просто форсунки и все. И причем тоже древние, очень древние. У нас тут цветочки, Мисхорский парк, памятник садово-ландшафтной архитектуры. Бабочки летают, вот уже вторая половина октября. Кстати, вот по всему парку работники поливают, пылесосят, стригут. В общем, чувствуется, что за парком стараются ухаживать. Но самое главное, повсюду заборы. Вряд ли этот забор был раньше, когда-то давно, когда парк этот разбивали. Полностью эти все красоты закрыты заборами. Вот я не знаю, мне это, конечно, не нравится. Потому что получается, что то, как было задумано, это вот ландшафтная архитектура, оно уже так не будет. Вот это, я понимаю, советский павильон еще. Но все вокруг должно было быть открытым. Ну, посмотрим, что там дальше. Вот, еще один вариант. Ну, наверное, переименуют парк под Заборный будет, а не Мисхорский. Заборы. Сплошные заборы. Вот так вот, даже солнце через сетку видно. К морю не подойти. Честно говоря, настроение портится. Смотрите, все закрыто, все поперекрыто. Никуда нигде не подойдешь. В общем, как-то оно несерьезно. Ой, честно говоря, даже нет желания, настроения дальше идти. Я не знаю, какой еще пример привести, где я больше заборов видел возле моря, чем здесь. Это, наверное, самый забористый поселок южного берега Крыма. Если вы знаете примеры других, расскажите, я обязательно туда съезжу, посмотрю. В общем, изуродована природа и береговая линия очень сильно. Это грустно и печально. Надеюсь, что-то изменится в будущем, потому что так оно быть дальше не должно. Друзья, мы с вами заглянули в Севастополь. Я заехал сюда буквально на пару часов по работе. Не могу себе отказать в удовольствии немножко прогуляться по городу. Возле музея аквариума
Наверху кафе Момо. Здесь вот есть наша бабушка, помните, с красным флагом. И Даша Дугина. Большой портрет. Все, я все свои дела поделал, сейчас забегу, перекушу и поедем с вами дальше. Представьте, не знал, говорят, уже давно продается пиво севастопольское крафтовое IT Колон, вот Севастополь написано, со вкусом малины, смотрите, вот малинка нарисована. Говорят, что качественно, не химоз. Сейчас попробуем, а вот это вот темное пиво, это я возьму домой вечерком перед стримом, тоже испытаю. Друзья, принесли вот мне ведерко, смотрите, большая лужка. Все, начинаем перекус. Вы не думайте, я один это все не съем. Какая вкуснятина. Мне ехать далеко сегодня, часа 3, мидии по-луштински. Как вкусно. И салат шмяк. Красавчик. Я вообще очень люблю его, первый раз попробовал летом. Ялтинский лук. Бальзамическая заправка, помидоры, свежак по-крымски. Невероятно вкусно. Барабулибар очень вкусно всегда. В описании к видео есть ссылка, вы можете почитать много интересной информации про всяких рыбок, там в том числе опасных хищников, которых можно есть. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Друзья, мы с вами переместились в Мирный. Сегодня чудесная погода. Отличная погода, что сказать, 21 градус, представляете? Я вам недавно на стриме говорил, что вот совсем уже похолодало, но нет, тепло вернулось. Очень здорово. Мы с вами на Южной косе, как вы поняли, в Мирном. Вот за мной Нептун, гостиница Кристи. Идемте к морю, посмотрим, что здесь и как. Наш путь проходит по вот такому деревянному помосту, прям от асфальтовой дороги. Мы прямиком отправляемся к морю. Солнце сегодня прям тепло и светит, и греет. То, что надо. Вообще супер. Давайте пройдем, я вам покажу эту косу. Южную косу знают многие. Я ее не раз снимал. И сейчас я вам хочу показать, что вообще здесь происходит осенью. Кстати, вот дерево известное многим, лох серебристый. Тут уже, наверное, все объели. Так, давайте посмотрим, найдем ли мы хотя бы одну ягодку. Вот она, смотрите, видите? Вот ягодки у него. Вот они прям очень мягкие. Сейчас я сорву. Так. Вот такие вот. И съем. Они такие сладкие осенью. Они прям сладенькие и немножко терпкие. Ну, как вот вам, чтобы напомнило, это, наверное, как вот это называется, как роза, шиповник. Если его вот, только он более грубый, а это такое нежное. Крымская маслина так называют. Ну, в общем, если будете осенью в Крыму, попробуйте, вкусно. Здесь уже все закрыто. Сезон давно закончился. На берегу сидят, не знаю, может быть, это любители крепких напитков, а может быть, рыбаки. Ну, зачастую это одни и те же люди. Смотрите, идеальная тишина. Песочек здесь вот такой белый-белый. Абсолютно как на Беляусе. Кто любит Беляус, но не любит далеко ездить, очень часто приезжает в Штормовое, приезжает в Мирный, приезжает вот сюда. Вот видите, вот кооператив Нептун, это вот все вот это вот. Там несколько разных кооперативов. И широченная такая
длинная пляжная береговая линия. Здесь есть и разные оборудованные шезлонги, в общем, все, что хотите. Будочки, бунгало, навесики. Цивилизация здесь есть. Вот мы с вами дошли до конца этого помоста и идем к морю. Песочек, видите, какой здесь ездят автомобили, хотя я, например, против всегда того, чтобы ездили автомобили по пляжу. Это небезопасно. Гуляют дети, бегают, прыгают. Море сегодня просто шикарное. Вот, все, мы возле моря практически, очень близко. Давайте подойдем. Смотрите, какая водичка чистая. Водичка теперь уже 18 градусов. Потихоньку холодает. Я почти выздоровел, мне в принципе нормально. И если погода еще будет несколько дней такая, я обязательно окунусь в море. Потому что я не могу жить без моря, без купания. И стараюсь в такую погоду, а она бывает и в декабре, и в феврале, и в марте. В любой момент, может быть, вот в Крыму вот раз, и такая погода 20-25, даже зимой. Когда штиль, можно спокойно купаться в море, даже если оно там 10-12 градусов. Это особое удовольствие. Сейчас людей нет. Вот если вы посмотрите, почти никого. Идеальная тишина. И только шум моря. Очень много живности в воде. Там и морские лисицы бывают, под ноги попадаются, и крабики плавают, и рыбы плавают, барабули различные. Кстати, подписывайтесь на Яндекс.Дзен Барабуля Бар. Там много интересной информации о крымских рыбках. А вот там вдали, если вам видно, я часто люблю сейчас наблюдать, как с моря пускаются как калибры. Вот стоит, не буду говорить какой, морской корабль. Сейчас покажу вам кадры, какие иногда можно увидеть вживую вот на нашем побережье. Вот, смотрите. Вот так вот я несколько раз лично сам видел. А теперь давайте пройдем на еще одно уникальное место на косе. Сейчас вы поймете почему. Сразу возле Кристи есть кооператив «Нептун», и мы сейчас с вами проследуем на набережную озера Донузлав. Тут, конечно, строение выглядит неоднозначно. Очень, ну скажем так, можно кино снимать. Сейчас вам покажу. Вот, видите? Много строений, похоже, целая улица. Больше на фавелы, но есть очень интересное преимущество, с которым сложно поспорить. Давайте пройдем. Вот такого плана все. Я его слепила, называется, из того, что было. Но, я вам скажу так, это место очень популярно у туристов. И каждое лето, ну вот кроме, может быть, последнего, потому что сами знаете почему. Из-за спецоперации, конечно, народ не приехал в таком количестве, как обычно. Вот, смотрите, здесь такая самобытная, необычная набережная озера Донузлав. И оно зачастую теплее, чем море. Если на море шторм, то здесь на набережной тихо и спокойно. И наоборот. Давайте подойдем к воде. Летом здесь полно туристов. Мелко. Сюда подходят катера, лодки, яхточки. Вот такое вот необычное место. Давайте немножко прогуляемся. Вода на Донузлаве чистейшая. Тоже соленое озеро. Сейчас я вам покажу на карте. Есть разрыв между морем и озером. У него тоже есть отдельная история. Почитайте у меня в Дзене, ссылочка будет в описании, на статью про этот разрыв, когда он образовался. И там, кстати, про Бельмитский мост уже информация интересная, и вообще про озеро Донузлав будут фотографии. Вот именно из-за него озеро в самом начале, там в глубине далеко, оно, его как бы и исток пресный, а само озеро соленое, потому что оно связано с морем. Видите, какая чистая вода? Пена, это не пугайтесь, это не шампунь, это море, когда бьется, особенно море. Озера у нас, когда бьются об берег, они часто генерирует вот такую пену. Видите, тут у кого-то беседочки. Летом здесь народ сдает. Кто что может. Вот давайте зайдем на такой мостик. Вы просто сами посмотрите, насколько здесь чистейшая водичка. Вот. Видно вам? Вон рыбы плавают в большом количестве. Видите? Целая стайка. Крабы бегают. Я даже один раз видел в Донузлаве морского конька. Смотрите, какая красота. Красотища просто.
А у меня для вас, друзья, будет сюрприз в следующем году, возможно, если, конечно, не будет большой войны, которой сейчас вот вроде как все есть предпосылки. Надеюсь, ее не будет. Именно в этом месте у меня для вас будет сюрприз. Будет гостевой дом, который будет оформлен в стиле Капитан Крым. Ну, давайте не будем забегать вперед, следите за каналом, чуть позже вы все подробнее узнаете. Но возьмите себе на заметку. Вот с той стороны уже Беляус, видите, береговая линия, это как раз вот там Медведево, там дальше идет уже поворот на Беляус. Там дальше в глубине Бельминский мост. И здесь уже вот Мирный. А это Южная коса, кооператив Нептун. Вот такие вот у нас здесь есть красоты. Погода просто шикарная, у меня нет слов. Ну а сейчас я стою возле самолета Б-12. Именно здесь мы с Лехой из Москвы совсем недавно фотографировались летом. Казалось бы, вот еще вчера, но уже столько времени пролетело. А теперь я предлагаю вам посмотреть дорогу Мирная-Евпатория. Что там построили? Итак, рассказываю как есть, в каком состоянии сейчас находится дорога Мирная-Евпатория. Дорога Симферополь-Евпатория-Мирная активно строится в полях, в лесах, в горах. Здесь абсолютная степь. Итак, полностью от Мирного почти до Евпатории, потому что трасса скоростная будет примыкать чуть дальше за городом, полностью уложен нижний слой асфальтобетона. Вот как раз мы сейчас едем вот справа нижний, а слева есть еще и верхний. И где-то плюс-минус, вот по памяти я не помню, где-то уже за штормовым начинается 2 слоя асфальтобетона и появляется разметка. То есть, в принципе, ям уже нет, уже можно ехать достаточно комфортно. Днем это 100%, ну а вечером, конечно, не очень комфортно, потому что освещения нет, разметка есть не везде, и это вызывает определенные проблемы. Но, по крайней мере, мы уже понимаем, как будет выглядеть эта дорога в ближайшее время, когда ее доделают. Начали делать дорогу, как я вам говорил в начале видео, Евпатория уютная, молочная. Эту еще до конца не доделали, потому что там какие-то части дороги остались. Но за этой дорогой я буду обязательно следить и вам показывать. Кстати, на канале «Спасибо, вкусно» завтра выйдет видео «Капитанский бутерброд». Обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании к этому видео и в конечной заставке. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравится такой формат, и мы будем с вами смотреть мои путешествия по Крыму за неделю. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Капитан Крым. До скорых встреч в новых видео и стримах.